Сегодня будет большое видео про колоризацию и восстановление фотографий. С помощью рабочего процесса, который будет сегодня в этом видео, вы сможете достичь примерно вот таких вот результатов. Слева исходное портретное изображение, справа изображение восстановлено от царапин и вмятин в фотошопе, колоризованная эта фотография в автоматике, предварительно улучшенное качество тоже в автоматике и апскейлено тоже в автоматике. Единственный фотошопский процесс, который удаляет вот эти вот царапины и вмятины на фотографии, я автоматиком заменить не смог. Еще вот пример автоматической колоризации в автоматике. Слева исходное изображение, а справа колоризованное в автоматике. Буквально одной кнопкой. Но здесь апскейла никакого не было, это чисто колоризация. Мы же сегодня пройдем по всему рабочему процессу. Давайте сразу назову софт, который нам понадобится. Первое, нам понадобится Photoshop, желательно бета, с нейрофильтрами, который позволяет удалять вот эти вот все вмятины на автомате. Если у вас такой Photoshop есть, то этот процесс прям очень быстрый будет. Второе, мы будем использовать специальное расширение для автоматика Diodophy, которое позволяет колоризировать изображение. Diodophy позволяет сделать нам изображение цветным буквально одним щелчком. Причем вот это вот изображение с правого цвета коррекции вообще никак не подвергалось. Это вот чисто работа Diodophy плюс апскейлер. Дальше мы пройдем по этому изображению GFPGAN без увеличения его размера. Это нужно для того, чтобы выделить больше глаза, губы и основные черты лица. И четвертое, мы воспользуемся апскейлером StableSR. Апскейлер StableSR обновился. Теперь с этим апскейлером работает новая модель и есть новая технология работы со StableSR. Сегодня мы его посмотрим тоже. И пятым пунктом мы пройдемся InPaint по тем частям, которые плохо восстановились. InPaint мы пройдемся по пиджаку, потому что он плоховато восстанавливается, на нем слишком мало деталей. А также InPaint пройдемся по волосам. При InPaint там есть тоже некоторые заморочки, там используется Ctrl+Net. Учитывая все эти пункты, видео будет не маленьким. Давайте начинать. Вот такая вот исходная фотография у нас. Это портретная фотография. Лицо здесь достаточно крупное и деталей здесь достаточно для работы. В такой картинке может получиться действительно качественная фотография. Теперь мы должны посмотреть, какого размера у нас это изображение. Вот это вот изображение 2500 на 3400. Для того, чтобы даже в фотошопе убрать трещинки и царапины с этого изображения, придется сильно нагрузить видеокарту. Если вы уменьшите это изображение хотя бы в 2 раза, то его качество от этого не поменяется. Поэтому мы берем, открываем это изображение в любом редакторе. Я пользуюсь Movavi Photo Editor 5. Вы можете воспользоваться любым другим редактором, который позволяет уменьшить размер изображения. И по самой большой стороне я это изображение уменьшу до 1500 точек. То есть у меня получится разрешение этого изображения ширина 1100, а высота 1500. Нажимаю «Применить», «Сохранить» и сохраню его как вариант 2. «Сохранить». Как видим, мы понизили разрешение этого изображения более чем в 2 раза, и качество его практически вообще не изменилось никак. А нагрузка на ресурс компьютера изменится значительно. Теперь закидываем это изображение в Photoshop Beta, нажимаем ОК, снимаем вот здесь вот замочек. Если у вас не установлен Photoshop Beta и вы хотите знать, как его установить, в YouTube вы этого видео у меня не найдете, потому что его правообладатель заблокировал. Всю эту информацию ищите в Boosty. Так, замочек с изображения сняли. Выбираем фильтр нейрофильтра. В нейрофильтрах мы сейчас удалим вот эти вот царапины и залом на фотографии. Выбираем последний пункт восстановления. Нажимаем «Включить». Вот эти вот все параметры улучшения фотографии, улучшить лицо, все это на минимум смещаем. Вот так вот. А устранение царапин поднимаем примерно до 70. И ждем, пока вот этот ползунок пробежит, нагрузит вашу видеокарту и просчитает все царапины. Достаточно быстро он просчитал. Практически все царапины удалены. Нажимаем ОК. Теперь, если у вас фон какой-то непонятный, как у меня, я предлагаю его сразу удалить, чтобы просто на него не тратить больше времени. Если у вас какой-то фон приличный и вы его хотите оставить, то, пожалуйста, оставляйте. От этого качество дальнейших результатов не ухудшится. Я же фон удалю, выбираю выделение, инструмент выделения объектов. Нажимаю по объекту, еще раз нажимаю. И вот так вот происходит автоматическое выделение. Теперь я могу взять какое-нибудь лассо, зажать Shift и дополнительно какие-то участки добавить, или зажав Alt какие-то участки вычесть. Оставлю вот так. Теперь нажимаю правой клавишей мыши, выбираю скопировать на новый слой. И этот новый слой создался и уже без фона. Нижний слой я отключаю и смотрю, что получилось.
Получилось вот так вот. Если хотите, можете еще мягкой кисточкой вот здесь пройтись, но я даже этого делать не буду, оставлю вот так вот. Теперь смотрим еще раз на фотографию, смотрим, если есть какие-то дефекты, которые нам могут помешать в дальнейшем, мы их можем тоже удалить с помощью вот такой вот функции, инструмент удаления. Увеличиваем кисточку, зажав Alt, и щелкаем в тех местах, где у нас есть какие-то сомнительные точки или сомнительные полоски. Этот инструмент работает напрямую через видеокарту, поэтому скорость работы его будет сильно зависеть от производительности вашей видеокарты. Соответственно, чем вы кисточку делаете меньше и чем у вас мазок меньше, тем вычислительные мощности расходуются меньше. И сам процесс обработки он будет более быстрым. В общем, аккуратно вдоль вот этих вот полосочек, которые как-то выделяются, проводите, и они удаляются. В общем-то, до абсурда это все доводить не надо, но вот такие вот пятна вот на лице, да, желтые, лучше, наверное, удалить. То есть проводим вот так вот даже по пятну, как видите, цвет выравнивается, и потом апскейлер не будет на это пятно обращать внимание и думать, что там что-то есть. Заметьте, лицо я здесь не выглаживаю, и выглаживать его здесь не надо. Чем больше вы его будете выглаживать, тем меньше у вас в итоге останется деталей. В общем-то, на данный момент вот такая вот фотография остается. Больше я с ней ничего делать не буду. Давайте еще раз приближу, чтобы вы повнимательнее посмотрели, в каком виде фотография на данный момент после удаления всяких царапин. Вот так вот. Теперь зажимаю Ctrl-Alt-Shift и кнопку S. Открывается меню сохранения экспорта в JPEG. 100% качество. Сохранить. И ставлю здесь циферку 3. Photoshop нам больше не понадобится, мы его можем закрыть. Сохранять ничего не надо. Теперь в Photoshop мы сделаем колоризацию изображения. Для этого нам понадобится специальное расширение Diolphy, и давайте его установим. Переходим в Extensions, выбираем здесь Available, Load From, в поиске прописываем Diolphy или Diold, и вот такое вот расширение отфильтровывается, называется оно SD-WebUI Diolphy, нажимаем Install, переходим в Installed, Apply and Restart UI. Теперь заходим в папку вашего автоматика, открываем WebUI UserBed, правой клавишей мыши «Изменить» и внимательно смотрим, какие ключи у вас установлены. У вас должен быть обязательно установлен ключ Xformers и обязательно установлен ключ Disable Save NPCL. Xformers, вы знаете, что это за ключ? Он ускоряет немножко работу генерации, а вот ключ Disable Save NPCL, наверное, знают не все. Этот ключ позволяет вам использовать модели SKPT. Это первые модели, которые были. Они считаются небезопасными. Сейчас безопасные модели SafeTenders. Для них этот ключ не нужен. А вот SKPT у вас работать не будут, если у вас вот этот ключик не стоит. А модель Diolphy работает как раз таки на модели SKPT. В общем-то, ставите вот эти два ключа, нажимаете «Сохранить», перезагружаете автоматику. Если у вас есть какие-то сомнения в том, что я говорю, вы можете перейти всегда в Extensions, Installed. Здесь все установленные ваши расширения. Находите здесь Diolphy. Есть ссылка на страницу разработчика. Переходите по ней. Здесь есть описание, как установить его, как пользоваться. И здесь прям вот пишется, что необходимо установить Disable Save NPCL. Так, Xformers я здесь не вижу. Наверное, я с каким-то другим расширением перепутал. Нет, здесь значит Xformers не обязательно. Но вот этот Disable Save NPCL обязательно. После того, как вы установили это расширение, переходим в Extras. Закидываем сюда последнюю нашу картинку. Включаем здесь Diolphy. Пока на время можем сбросить GFPGAN, CodeFormer нам вообще не нужен. И просто с одним Diolphy давайте пройдемся по изображению, потому что здесь есть еще один параметр Render Factor. Запускаем Generate, и вот так вот изображение колоризуется. Заметьте, я никакой апскейлер сейчас не включаю. То, что здесь стоит 4, это ничего не значит, потому что апскейлер ни один не включен, апскейла нет, GFPGAN не работает, CodeFormer тоже не работает, все на 0. Здесь можно поэкспериментировать немножко, на 5 пунктов Render Factor понизить, смотреть будет лучше, хуже. На 5 пунктов я Render Factor убавил, в принципе результат абсолютно такой же. Давайте на 5 пунктов его прибавим до 40, нажмем Generate, результат в принципе такой же. Вот это вот 35, это такая золотая середина. Вот эту вот галочку Artistic я не советую включать, смотрите, что будет, если я ее включу. Artistic выдает вот такие вот результаты. Возможно, для каких-то пейзажей или еще чего-нибудь он может быть пригоден, но не для портретной фотографии точно. В общем, отключаем Artistic, оставляем здесь 35, Diolphy, и теперь поднимем GFPGAN примерно до 0.8-0.9, я оставлю 0.84. Это для того, чтобы выделить глаза, нос, рот, основные, в общем-то, черты лица.
И нажимаем теперь «Генерировать» вместе с Dioldafi, с рендер-фактором 35 и с GFP-ганом. И после того, как мы прошли GFP-ганом вместе с Dioldafi, у нас получается вот такое вот изображение. Это не апскейльное изображение, в том же самом разрешении, которое у нас было, но более-менее вот подглажено, выделены основные черты лица и колоризовано. Берем, закидываем его на рабочий стол. Теперь у нас настал этап апскейла этого изображения. Мы его будем увеличивать в 2 раза, может быть в 3 даже. И для апскейла нам понадобится расширение StableSR. Расширение StableSR вы можете установить через Extension, Available, Load From. Здесь пишите StableSR, и у вас появится вот такой пункт, здесь вы можете установить, но я вам предлагаю другой вариант. Я выложу в Boosty архивчик, в котором будет это расширение уже с вложенными моделями. То есть прям полностью вот эту вот папку StableSR я выложу в архиве, и вы ее разархивируете и добавите вот сюда себе в Extensions. Весит она 800 мегабайт. Здесь находится папка Models, и в этой папке модели есть старая модель 512, 2.1 512. И есть более новая модель 2.1 768. Вот эта вот новая модель 768 2.1, она работает лучше. Меньше артефактов, больше динамический диапазон и больше детализации. Изображение после нее получается более теплое. Она цвета все-таки тоже меняет. То есть вот этот цвет, который мы получили на изображении, это не конечный цвет. После StableSR он еще немножко преобразится. В общем, через Extension ставить не надо. Если у вас он стоит, на время закиньте его на рабочий стол, поставьте мою папку. Если все у вас будет работать, то с рабочего стола свою старую версию удаляйте. И еще нам понадобится VAE. Если у вас StableSR стоит, и у вас уже наверняка тогда стоит нужный VAE, он называется VQGAN CFW 3.0 2 единицы VAE Only. То есть если вы ставили StableSR, это тот же самый VAE, его вам тогда уже дополнительно скачивать не надо. А если у вас StableSR не стоял, то в Boosty будет на него ссылка, вы его оттуда скачиваете и помещаете его по вот этому пути. Ваш Automatic Models VAE. Вот сюда вот. После того, как StableSR у вас установлен, вы включаете модель 2.1 768. Если у вас нет модели 2.1 768, то ссылка на эту модель будет опять же в Boosty. Вам нужна будет именно вот эта вот модель SafeTensors. В принципе, вот с этой это одно и то же, но SafeTensors безопаснее. Естественно, скачиваете ее. Вот сюда нажимаете Download, скачать, и помещаете ее туда, где у вас лежат все ваши модели в автоматике. Models, Stable Diffusion, ну как обычно. В общем, включаем модель 2.1 768 EMA Prant и выбираем SD-VAE VQGAN CFW 3.0 2 единицы VAE Only. Если у вас вот таких вот пунктов не стоит, не знаете как поставить, покажу, где это настраивается. Заходите в Settings, находите здесь пункт User Interface, нажимаете по нему, опускаетесь ниже. И здесь есть такие параметры Quick Settings. И вот сюда вот прям щелкаете и выбираете отсюда нужный пункт. SD-VAE вас интересует, вот этот вот пункт. Чекпоинт у вас уже стоит. Сейчас мы находимся на вкладке Image to Image. Закидываем сюда наше последнее изображение цветное. Раньше мы не писали никакой промпт, но сейчас разработчик настоятельно советует использовать особенно негативный промпт. Я со страницы разработчика скопировал прям вот этот вот промпт. Я его тоже приложу в Boosty, это негативный промпт. Еще он советует использовать позитивный промпт. Говорит, что влияет он не так сильно, но тем не менее я сам проверял, позитивный промпт тоже влияет на результат. Поэтому здесь мы просто должны описать, что мы видим на изображении. Я описал его так: мужчина в пиджаке, a man in a jacket. Двигаемся дальше. Сэмплинг метод оставляем Euler A. Sampling Steps я использую 40. Размер изображения нажимаем по вот этому угольничку и берем его с картинки. Denoising Strength ни на что не влияет, оставляем все по умолчанию. CFG Scale влияет на результат. Если вы поставите двоечку, то у вас результат будет более мягкий. С семеркой получается результат более контрастный. Ну и соответственно здесь вы можете экспериментировать. Чем результат контрастнее, тем больше вероятность получить разные артефакты, разные пятна там на лице. Я обычно всегда начинаю с семерки, но если какие-то артефакты появляются, начинаю снижать. Иногда даже до двойки, чтобы изображение получилось прям мягенькое совсем. Дальше нам понадобится еще одно расширение Tile Diffusion.
Если оно у вас не установлено, переходим Extensions, Load From, пишем в поиске Tiled, нажимаем Install, оно у вас устанавливается. Вот это вот расширение Tile Diffusion with Tiled Wire. Дальше переходим Installed, Apply and Restart UI. Это расширение простенькое, оно прям сразу включается. После перезагрузки интерфейса у вас появятся вот такие вот две вкладки: Tile Diffusion и Tiled Wire. Открываем Tile Diffusion, включаем его, Enable Tile Diffusion. Метод выбираем Mixture of Diffusion. Вот эти параметры 96-96, раньше выставляли 64-64, сейчас именно такие. Latent Tiled Overlap 48, раньше 32 ставили. Со старыми параметрами вот эта новая модель работать не будет, будет вообще одни артефакты выдавать. И Latent Batch Size выставляем 8. Дальше открываем Tiled Wire, включаем его. И здесь вот все зависит от вашей видеопамяти. У меня 12 гигабайт видеопамяти. Я могу выставить Encoder Tiled Size там 1500. Decoder Tiled Size могу выставить 256. Но вот эти параметры очень сильно влияют на память и еще на время работы. Поэтому я обычно выставляю 1024. Теперь опускаемся ниже, выбираем скрипт StableSR. И здесь у нас уже две модели. Это старая модель 512 и 768 новая модель. Выбираем новую модельку. Scale Factor пока ставлю 2 и попробую с ним, потому что стройка уже значительно дольше по времени идет upscale. Остальные все параметры вот эти оставляю по умолчанию. Очень редко я меняю параметр на AD-in. Это когда уж совсем ничего не получается с waveFlat. Обычно waveFlat работает чуть получше. Scale Factor советую начать с 2. Потому что при Scale Factor 2 изображение вот на моей видеокарте 3060 12 гигабайт апскейлится 3 минуты. Если я выберу Scale Factor 3, то апскейл будет происходить уже минут 7,5. Но хочу заметить, вот при всех вот этих настройках, которые мы сейчас выбрали, на генерацию еще влияет SID. То есть при одной генерации у вас может быть хороший результат, при другой не очень. Поэтому вам нужно сначала поймать нужный SID. Я советую это делать на апскейле именно двойки. То есть мы сейчас генерируем до тех пор, пока у нас не начнет получаться хороший результат. Иногда это происходит с первого раза, иногда со второго, иногда с третьего. Иногда, кстати, результат вообще на двухкратном апскейле лучше, чем на трехкратном. Бывает и так. Все, настройки все мы выставили, нажимаем Generate и ждем примерно 3 минуты, пока апскейлится наше изображение. Хочу еще заметить, вот при всех вот этих настройках, которые мы сейчас выставили, вот здесь вот написано, что у нас видеопамять расходуется чуть больше 8 гигабайт. В итоге изображение сгенерировалось, получилась вот такая вот картинка. На пиджак здесь обращать внимание не стоит, потому что мы его перегенерируем в NPaint, и на волосы тоже. Ну, в принципе, волосы нормальные, но мы их тоже немножко подправим. Сейчас вот это изображение по высокой стороне 1500. Оно мне генерировалось 7 минут. И в итоге получилось вот такое вот качество. Давайте я его сейчас вот сохраню. Теперь давайте я подожму это изображение до 1024 по самой большой стороне. Нажму «Сохранить» и сохраню его как -2. Сохранить. Это изображение помещу прям под вот этим. Закину его теперь. Еще раз выставлю по изображению. Остальные все настройки я не меняю, остаются прям все те же самые. Давайте прям даже зафиксирую промпт «Сравнить» и нажму Generate. И вот такая вот картинка получается. Это изображение по качеству даже лучше, чем было предыдущее. А по скорости генерации оно в 2,5 раза быстрее. 3 минуты. Давайте сравним эти два изображения. Вот это вот с 1024 получено, а это получено с 1500 при одинаковом SID. Здесь меньше даже всяких артефактов. Вообще я для себя сделал такой вывод, что вот оптимальным размером для начального апскейла изображения является по большей его стороне 1024, а более короткая сторона, ну та, которая останется. SID мы зафиксировали еще с предыдущей картинки. Давайте теперь попробуем трехкратный апскейл. Нажмем трехкратный. Сразу скажу, что не всегда трехкратный апскейл лучше. Но в большинстве случаев он вообще бывает по качеству лучше, чем двухкратный. От того, какую вы кратность апскейла зададите, размер видеопамяти в основном зависеть не будет. Размер видеопамяти будет зависеть от размера тайла, который вы будете задавать. Мой размер тайла 1024 я выбрал. И, соответственно, у меня видеопамяти расходуется вообще в районе 6 гигабайт. Если вы надумаете менять размер тайла, то всегда не забудьте в конце, после того, как вы его выставили вручную, щелкнуть стрелочкой вверх-вниз, чтобы оно было кратно тому значению, который допустим для этого расширения. И при трехкратном апскейле получилось вот такое вот изображение.
Давайте его тоже скинем и сравним с тем, что у нас получилось при двухкратном апскейле. Слева у нас двухкратный апскейл, справа трехкратный апскейл. Давайте приблизим эти изображения. При двухкратном апскейле цвет кожи более хороший получился, более четкие черты лица. В общем-то, здесь двухкратный апскейл показывает себя лучше, но это не на каждой фотографии. Очень часто, когда трехкратный апскейл ведет себя лучше, я обычно всегда экспериментирую. Начиная с двухкратного, как я показывал, добиваюсь нужного сида, чтобы четкость получить. И потом уже пробую на этом же сиде при трехкратном апскейле. В общем-то, как сделали сейчас. Главный размер исходного изображения выставляете по минимуму, чтобы не потерять детали. Ну, вообще желательно 1024, если это, в принципе, не очень качественное изображение исходное было. Смотрите, теперь при дальнейшей работе я буду использовать вот этот вот двухкратный апскейл, который был сделан от изображения 1024. Я сейчас перезагружу страницу, чтобы настройки все сбросились. И сейчас через InPaint мы установим волосы и пиджак. Поскольку мы работаем с фотографией, правильно выбрать какую-то фотореалистичную модель. Я выберу Realistic Vision версии 5. Можно еще Realistic Vision версии 2. Тоже неплохая модель. Не забываем поменять VAE. Можно его просто выключить, потому что в этой модели VAE есть. Здесь даже прям подписано VAE. Можно на автоматик поставить или 840 3.0. Я поставлю автоматик. Переходим на вкладку Image to Image, InPaint. Загружаем сюда наше изображение. Выставляем теперь следующие настройки. InPaint Masked. Будем работать с тем, что внутри маски. Original. Only Masked. Только с тем, что находится внутри маски. Дальше выбираем Sampling метод. DPM ++2M Keros. Я предпочитаю его. Можете выбрать любой свой. Sampling Steps я поставлю 23. Размер изображения на этот раз оставляем не по картинке. Сейчас мы будем с волосами работать. Поставим 768. CUG Scale оставлю таким же, а вот Denoising Strength мы с ним будем играться. Для начала поставлю 0.5. Теперь, чтобы у волос сохранилась прическа, мы откроем Ctrl-Net. Изображение сюда закидывать уже не нужно, оно по умолчанию берется из Image to Image отсюда. Включаем и выбираем Soft Edge. Препроцессор оставлю по умолчанию, Ctrl-Mod Balanced. И теперь мы должны создать маску. Нажимаем на клавиатуре английскую клавишу S, зажимаем Ctrl, подбираем толщину кисточки и аккуратненько обводим волосы с небольшим нахлестом вовне. Теперь, когда закончили обводку, нажимаем английскую клавишу R на клавиатуре, чтобы изображение обратно свернулось. И теперь мы должны написать промпт, что мы выделили. Я напишу вот такой вот промпт: светлые волосы. Нажимаю Enter, и мой текст переводится Blonde Hair. И нажимаем Generate. Генерируем изображение. Вот такая вот маска была создана. И вот такая вот прическа получилась. Если нас не устраивает прическа, мы можем поиграться с Denoising Strength. А можем попробовать даже отключить Ctrl-Net. Давайте я его отключу. И с этим же самым Denoising Strength попробую сгенерировать. Без Ctrl-Net получается вот такая прическа. То есть она уже хаотично начинает разбегаться. Изначально волосы были вот такие вот. В общем-то, если что-то не получается, начинаем менять Denoising Strength. То есть, если прическа разбегается или какие-то артефакты получаются, уменьшаем Denoising Strength, то есть уменьшаем воздействие на изменение волос. И Ctrl-Net все-таки советую включить и выбрать Soft Edge, как я и выбирал изначально. Если не включите, то будет уже сложнее подобрать прическу. Нажимаем генерировать. Вот такая вот прическа. Давайте сохраним на всякий случай и закинем теперь наше уже последнее изображение опять на вход. Я нажму кнопку S. Теперь давайте выделим пиджак. Рубашку я оставлю, как она есть. Пиджак аккуратно пройдусь кисточкой. Чем аккуратнее вы сделаете это выделение, тем более качественнее и меньше артефактов будет на итоговом изображении. Самое сложное здесь пройти вот эти вот тонкие участки. После того, как вы грани прошли, вы уже можете кисточку сделать побольше и так уже спокойненько выделять. После того, как изображение выделено, нажимаем английскую R, чтобы изображение свернулось. И теперь давайте пропишем другой промпт. Этот удаляем. На этот раз пишем коричневый пиджак. Enter. Brown jacket. На этот раз мы помним, что у нас изображение по ширине имеет уже апскейленный размер 1500. И теперь мы уже не можем оставить 768 на 768 разрешение.
нужно поставить где-то 1024, хотя бы так. Ctrl-Net оставляем, опять же Soft Edge. Теперь давайте начнем генерировать при Denoising Strength 0.4. Нажимаем Generate. Получился вот такой вот пиджак. Давайте попробуем повысить Denoising Strength. Повысим его до 0.5 и еще раз нажмем Generate. И при Denoising Strength 0.5 у нас получился вот такой вот пиджачок. Как мы видим на исходной фотографии, сама форма пиджака сохранилась. Здесь вот какие-то небольшие складки, но их можно в фотошопе уже подправить, удалить. Давайте еще раз сравним то, что было, то, что стало. Вот такая вот исходная картинка была, помятая, низко детализированная. И вот такая вот у нас фотография в итоге стала. Если не устраивают зрачки, глаза, то в InPaint это все очень легко правится. Цвет кожи тоже замечательно восстановился. Изображение изначально было не цветное, здесь цветное. Цвет кожи, в принципе, достаточно реалистичный. Еще поскольку мы затрагивали Stable SR, вот для сравнения, это модель 768, которую я показывал сегодня, а вот эта модель 512, которая была на обзоре до этого. В принципе, апскейл очень похожий, но в новой модели получше цвета, динамический диапазон, чуть-чуть побольше деталей и стабильнее она работает, меньше артефактов. Поэтому советую пользоваться новой моделью, которая 768 2.1. Здесь двухкратный апскейл, это трехкратный апскейл 768 512. Здесь исходная картинка была намного лучше, конечно, чем предыдущая. Здесь даже платье не пришлось бы устанавливать. Чисто через Stable SR установилось замечательно. Исходное изображение было тоже не цветное и низко детализированное, а на выходе получается вот такая вот картинка. Платье, цветы, ваза. В общем, на этом у меня сегодня все. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на канал, заходите в Telegram и ВК. В ВК у нас выкладываются в основном промпты, в Телеграме у нас большая группа для общения, там много разных материалов. В Бусти чисто видеоуроки, но все качественно разложено по полочкам, везде приложенные файлы, все разбито по времени. Если вы хотите поддержать канал, то можете поддержать его на Бусти. А на этом, как всегда, всем хороших генераций, всем удачи, всем пока.